Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Александр, и приветствую нашу аудиторию. И напоминаю ей, что я миротворец, христианский пацифист и гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». Там больше у меня всяких аргументов, вариантов и полезных мыслей. Ну, знаете, кажется, что мир в пучине войны, и тут пацифизмом и не пахнет. Причем очень много перекликающихся моментов. Израиль, Иран, вот это противостояние, которое набирает обороты, раскручивается неистово. Есть очень много и пропагандистских моментов, именно которые разоблачаются. Там Иран использует искусственный интеллект, Израиль вводит военную цензуру. В общем, это тоже, наверное, мы обсудим, но начнем с ситуации вокруг Украины. Кажется, что с острой фазой на Ближнем Востоке по Украине вообще все застопорилось. Абсолютно. Зеленский из Австрии летит в Канаду, но там, посовещавшись в формате G7, сделав такой пас Трамп, что вот из-за того, что G8 нет и Россию вы выгнали, собственно, поэтому война, берет и срочно улетает в Вашингтон. Срочность непонятна сейчас. Можно собрать, конечно, данные израильской, там, мировой прессы о том, что, собственно, вот-вот и США вступят в войну против Ирана. Мол, что-то готовится на американских базах. Да и вообще там такие яркие заявления у Трампа, что никакого мирного трека я не инициировал, Иран знает, как меня найти, все предложения на столе. В общем, достаточно агрессивно смотрится Трамп, даже отшвыривает Такера Карлсона, говорят, что он там какой-то сумасшедший, Иран не может иметь ядерного оружия. Но Зеленский, получается, летит в пустоту, хотя должен был, по сути, да, вот донести позицию Украины, что нужно продать Украине помощь. Шокирующий, конечно, обстрел Киева многими целями, прилеты, пострадавшие дома, как бы подкрепляет в очередной раз претензии Киева к Америке, мол, давайте же помогайте, делайте же что-нибудь. Но вместо этого журналисты в самолете спрашивают Трампа, как вы отреагируете на этот обстрел, а он делает какое-то такое лицо недоумевающее. Ну, в общем, это ему не интересно, и он не в курсе. Начну с главного. Как отразятся бурные события Ближнего Востока на ситуации вокруг урегулирования в Украине? А я начну, если можно, с болезненного. И вот обращу внимание, что я сегодня не в красном, как в прошлый раз, когда мы беседовали, а в черном, потому что пессимизм воцарился вот на какое-то время сейчас. Даже в узком кругу миротворцев и христианских пацифистов. Очень все тревожно. А вот эти самые удары по Киеву, ну, для меня они особенно болезненны. Я же смотрю на эти улицы, где я жил, где я в школе учился, где я ходил с друзьями, да, где там куча близких и знакомых людей проживает. Видеть это тяжело, прямо скажем. Это еще один повод быть сегодня в черном. Теперь давайте по порядку по международной повестке. Да, Зеленский, вы очень верно слово выбрали, в пустоту. Да, пустота. Пустота – это очень подходящий для Зеленского сейчас термин. Он возвращается из Канады с пустыми руками, с пустыми карманами, с пустой головой и с пустым сердцем. Пустота сплошная, и ему нечего сказать и нечего предложить тем гражданам, которые его ожидают. Так что, ну, мы, вероятно, к этому еще вернемся, какой вариант вообще существует по выходу из этого ада для Украины. А сначала вот по вашим вопросам, касающимся самого такого насущного, что в центре внимания всего мира, это атака Израиля на Иран. И что дальше будет делать Трамп, спешно вернувшийся с саммита
G7 туда, к себе домой. Что за этим стоит? Да, мы, очевидно, уже живем в эпоху войн особых. Вот сейчас мы увидели это, да? Это войны превентивно-оборонительные. То есть возникает для некой страны, достаточно хорошо вооруженной, сильной, чувствующей себя уверенно, возникает некая угроза. Причем эта угроза еще не явная, она еще не разразилась, она просто зреет. Она потихонечку приближается. Да? И вот начинаются такого рода превентивно-оборонительные войны. Да, мы нападаем, да, мы ударили, но это мы обороняемся. Вот, видите, угроза, она подползает. Пока речь шла о конфликте между Россией и Украиной, где, кстати, действительно была угроза, она подползала, вот, но это еще не создавало эпоху, поскольку как бы Запад, по крайней мере, не создавал эпоху в международных отношениях, в мировой истории, потому что Запад коллективно объединился против вот этого, против России в этом конфликте, и утверждалось, что угроза выдумана, что все это, так сказать, не спровоцировано, и все как бы аргументы Запада коллективного были против российских действий и провозглашаемых Россией целях. И вот появилась вторая война. Вторая война, где Израиль утверждает, вот неотвратимая угроза там, на стороне Ирана, и мы атакуем, мы нападаем, и это для нас оборонительная, превентивно-оборонительная война. Что в этом случае начинает утверждать Запад? Он утверждает, да, вот так можно. Так нужно было, это было неизбежно, это было правильно и справедливо. И давайте помогать вот тому, кто напал. Давайте помогать тому, кто ведет, по сути, агрессивную войну. Да, нарушают международное право, нарушают. Да, вопреки всем решениям ООН. Да, какой-то явной провокации не было, но все равно это правильно, это справедливо, и давайте всех форм поддерживать. Да? Вот теперь можно говорить о том, что эпоха сформирована. Эпоха вот таких превентивно-оборонительных войн, она наступила. И, собственно, вот наиболее опасный тип войны мы как раз сейчас видим. Будут еще разного рода конфликты, там, где-то кто-то будет делить какие-то территории, какие-то будут возникать недоразумения и так далее. Но это будет все на периферии вот, международных конфликтов. А основные конфликты, я боюсь, что будут именно такими сейчас. И если можно, бросим еще взгляд такой сравнительный на вот эти два конфликта, которые сейчас многие сравнивают. Ведь обратите внимание, в чем разница в терминах прикладной конфликтологии. Я напомню, с вами запланировали открыть специальный семинар по прикладной конфликтологии. Так вот, в терминах этой мало кому известной науки эти конфликты принципиально различаются. Знаете, в чем? Значит, конфликт в случае России и Украины – это конфликт, изначально нацеленный на компромисс. То есть компромисс мог быть достигнут и первоначально достигался добровольно и миролюбиво. Но если не удается добровольно и миролюбиво, тогда, значит, компромисс достигается принудительно. Плохо, но как бы, так сказать, вот это включено в сценарий конфликта, в генеральный сценарий конфликта. Ничего подобного мы не видим в случае с Ираном и с Израилем и Ираном. Здесь конфликт изначально исключается. Конфликт Израиля против Ирана – это конфликт на военный разгром и капитуляцию. Никакого иного варианта в генеральном сценарии Израиля не предусмотрено. Более того, когда возник призрак договоренности, призрак компромисса,
Это совместный всеобъемлющий план действий 2015 года. 10 лет международное сообщество билось над этим договором. Согласовывали каждую строчку, рубились высокопрофессиональные дипломаты сутками напролет, месяцами, годами. Да? Заключили этот совместный всеобъемлющий план действий, компромисс, передали всю иранскую ядерную программу под контроль МАГАТЭ, но это никак не впечатлило Израиль. Израиль изначально осудил этот компромисс, сделал все, чтобы его сорвать. В итоге с помощью Дональда Трампа в 2018 году сорвал этот всеобъемлющий план действий. Напомню, что Европа шумно тогда протестовала. Европа против этого срыва боролась. Европа какое-то время даже пыталась параллельно создать платформу для экономического, финансового и прочего взаимодействия с Ираном, вопреки тому, что Штаты вышли из вот этой ядерной сделки. Какое-то время пытались ее самостоятельно продолжать, прежде чем сломались и сдались. И вот сейчас вот этот персидский поход Биньямина Нетаньяху, он изначально рассчитан на военный разгром и капитуляцию. Компромисс не предусмотрен. Более того, любая тень компромисса рассматривается и справедливо рассматривается как поражение. А вот особенность этого конфликта в том, что для Ирана выживание – это победа. Просто выживание, избежание капитуляции и разгрома – это уже победа. Потому что если выживет сейчас Иран, ну, это выход его тогда на некую сложную, но восходящую линию. Вот такая ситуация. Смотрите, очень сложно здесь. Вот такая разница. Возвращаясь на минуточку к военному конфликту России и Украины, здесь так он тоже неизменной остается, Нет, неизменной остается принципиальная ставка на компромисс. Ну, о каком компромиссе вы говорите? Ну, то, что Россия выписала в меморандуме, украинская сторона называет это капитуляцией, той же самой. И вы же видите, что, ну, условно, ситуации, как вы говорите, отличны, но они и похожи. Отличны тем, что Нетаньяху обещает убить аятоллу, ну, то есть ликвидация. Израиль действует жестко, четко, выслеживают людей по квартирам, в спящие спальни запускает ракеты точные и ликвидируют так вот паровозиком друг за другом верхушку аятоллы. Президента, кстати, не трогает, что интересно, да, то есть и все тут поподнимали головы сбежавшие после переворота теократического наследники, там шахи, ну вот эти все, скажем так, ну, считающиеся оппозицией, дает оппозиционным интернациональным интервью Нетаньяху, скажем так, каналам. Что касается противостояния там, Россия-Украина, то мы этого не наблюдаем. Нет, мы наблюдаем, что Украина ликвидирует генералов. Ну, хорошо, что вы эту разницу сразу отметили. Но Россия как бы не стремится и не заявляет, что ее цель там убить Зеленского. Никогда этого не было. Даже наоборот ходили из того же Израиля торчащие уши этой информации, что есть какое-то джентльменское соглашение, которое не нарушается и нарушается до сих пор. Это очень принципиальная разница, с одной стороны. Но с другой стороны... Даже смена режима не провозглашалась целью и не ставилась целью. Вот, то есть, но с другой стороны, условия компромисса воспринимаются как капитуляцией. Если, условно, Россия пойдет на условия там, Украины, то это для нее как бы капитуляция, мол, а к чему тогда все это СВО, которое длится годами. Если Украина пойдет на условия меморандума России Стамбульского, то это прямая капитуляция. Нужно отводить войска из того, что из тех регионов, которые Россия претендует, вписала в Конституцию, но еще и не завоевала даже. Ну, продолжим наш экскурс конфликтологический. Да, в случае с условиями, провозглашенными Украиной, это знаменитая триада границы 91 года, репарации, трибунал, да, это такое немножко
пародийное, изначально пародийное, а сейчас особенно, да, требование капитуляции. Ну, а в случае России ситуация немножко сложнее. Условий, которые Россия включила в свой меморандум, предъявленный в Стамбуле не так давно, да, тут ситуация немножко сложнее. Вот когда говорят, что это капитуляция, и это действительно капитуляция, но чья? Это капитуляция уже конкретной группы внутри Украины. Это капитуляция корпорации войны во главе с Зеленским. Вот. Той команды там в 10-15 тысяч человек, которая сплотилась сейчас вокруг администрации Зеленского. Да, для них это капитуляция. Но для Украины это, наоборот, спасение и шанс на новый старт, на перезагрузку. И это компромисс как раз для Украины. Вот таким образом здесь как бы два в одном. Тут есть и компромисс для одних, и капитуляция для других. И очень важно, чтобы у Украины была возможность выбрать. Выбрать, осознав вот эту дилемму, сделать выбор. Я хотел бы еще, вот пропустив немножко то, о чем вы спрашивали, остановиться на том, зачем сейчас Трамп вдруг сорвался и летит в Вашингтон. Что здесь тревожит? Во-первых, сопутствующие заявления, потому что у Трампа ведь есть такое словесное недержание, он публичный, он болезненно публичный человек, как и Зеленский. И ему постоянно нужно что-то произносить, и вот его такие собственные утечки и проговоры, они много говорят об его намерениях. Так вот, он сейчас, выезжая и даже в полете, сыпет некоторыми репликами, которые заставляют предположить худшее на самом деле. То есть, может быть, он летит в Вашингтон. Кстати, он распорядился, чтобы вся его администрация, все те, кто в его администрации отвечают за сферу безопасности и обороны, чтобы все ждали, собравшись вот в этом самом бункере, в ситуационной комнате, которая расположена под знаменитым овальным кабинетом, там в подвале, где все рычаги управления американской военной мощью сосредоточены, чтобы они там все собрались и сидели уже за столом и ждали, когда он там появится. Вот зачем, собственно, он летит, при этом еще и обороняя ультиматумы всякие. У Ирана не должно быть ядерной бомбы. Да, не должно, и он сам об этом говорит. Но похоже, что у Ирана с точки зрения Трампа не должно быть и ядерной и мирной ядерной программы. Вообще никакой собственной ядерной программы у Ирана быть не должно. Это, кстати, ультимативное требование Израиля. А смысл в том, что, да, у вас там есть несколько ядерных электростанций, которые очень важную такую часть энергетики вашей генерируют. Мы не запрещаем ее иметь, но, значит, мы, американцы, будем поставлять наше американское топливо на ваши электростанции, да, от Вестингауза, и строго будем контролировать, как вы его используете, а все отработанное топливо, наоборот, забирать от вас на утилизацию, чтобы, не дай бог, вы как-то не злоупотребили. Вот. Ну и плюс наши комиссары будут за всем этим приглядывать, не доверяя МАГАТЭ. Вот такого рода сдача под полный контроль, в данном случае даже Соединенных Штатов, значит, всей ядерной программы, мирной, которая останется, и никакого там обогащения урана даже до реакторного уровня уже никто не допустит. Вот такого рода ультимативное требование было со стороны Штатов раньше выставлено. И сейчас не исключено, что Трамп летит в свой ситуационный там бункер именно для того, чтобы примкнуть к ультиматуму Израиля и направить, собственно, вот вооруженные силы Соединенных Штатов в дополнение к явно захлебывающемуся наступлению, персидскому походу Нетаньяху. У Нетаньяху не получается достичь никаких заявленных целей. Он не смог ни уничтожить мощности по обогащению урана. Тут игра этих слов, Иран-уран, да, она такая зловещая немножко. Так вот, не удалось ни уничтожить эти мощности,
два основных подскальных таких участка, где происходят операции с ураном, они оказались не по силам израильским ВВС. И не смог также спровоцировать какой-то внутренний бунт, который можно извне поддержать и добиться смены режима. Вот без уничтожения, физического уничтожения иранских обогатительных мощностей и без смены режима устойчивого, который потом не регенерирует, не восстановится, основные цели Израиля не будут достигнуты. Война таким образом будет проиграна. Потому что Иран снова неизбежно поднимется. Причем помощь ему в этом поднятии будет очень серьезная, международная. Поэтому, видимо, со стороны Израиля поступила очень серьезная просьба в адрес Трампа. Если ты сейчас не вмешаешься, мы прекращаем войну на этой стадии, и мы проиграем оба. Мы оба тогда проиграем. Если Трамп съел эту ловушку, если он сейчас, вернувшись в Вашингтон, отдаст команду вооруженным силам Соединенных Штатов включиться в конфликт, тогда это серьезная региональная война, тогда, да, на каком-то этапе она, несомненно, принесет горькие плоды народу Ирана. Скорее всего, тогда удастся глубинными антибункерными бомбами, которые есть у Соединенных Штатов, и самые мощные из них Штаты пока Израилю не поставили, а вот сейчас могут поставить, тогда, может быть, разрушат все-таки эти комплексы подскальные, которые пока сохраняются. Но я не думаю, что произойдет наземная операция. Вот в эту авантюру Трамп точно не полезет. А Израиль на нее в принципе не способен за 2000 километров от своих границ. Поэтому удар будет нанесен воздушный, очень серьезный, очень капитальный. И эта рана останется на очень долго. Вырулить какую-то победу из этого, изобразить ее в СМИ как торжество некой международной справедливости, при том, что Иран придерживается всех канонических правил международного права, все без исключения. Он остается членом договора о нераспространении ядерного оружия. Уже вышло. Он продолжает сотрудничать с МАГАТЭ. Уже тоже заявили, и так что, далее. В общем, последние дни, да, что все уже делает, все делает так, как положено. Да, заявляет о том, что он никогда не ставил целью стать обладателем ядерного оружия и готов даже закрепить вечное отречение от ядерного оружия в отдельном договоре, даже с кем угодно подписать его. Но, тем не менее, соответственно, вопреки всем этим заверениям Ирана, его хотят добить. Примет в этом участие Дональд Трамп лично или нет, мы увидим в ближайшие дни. Но если примет, то его столь экзотическая, феерическая политическая карьера, которая так многим и так многое обещала, завершится бесславно. Искренне так интересуясь судьбой Дональда Трампа, я бы ему сильно посоветовал ничего подобного не делать и не ввязываться. Был какой-то эпизод недавно, когда Дональд Трамп заявил, что он очень любит под душем размышлять. Стоя под душем, и что ему самые интересные и серьезные мысли приходят именно в этот момент, когда он стоит под льющейся водой. Я бы советовал Дональду Трампу, уж извините, у меня профессия такая, я советник президентов. Посоветовал бы, прежде чем входить в эту комнату ситуационную в подземном бункере под овальным кабинетом, принять холодный душ. И постоять минут 15 там, и подумать. И, может быть, самые важные мысли в этот момент к нему Давайте придут. разложим, скажем так, эту ситуацию, чтобы, в принципе, было более понятно. А что будет делать Китай, Пакистан, Россия, в конце концов, у которой свежий договор с Ираном о безопасности? Ведь Россию, например, воспринимали как классного переговорщика. Сейчас переговорами по Ирану и не пахнет, пахнет войной.
Для ответа вы посмотрите на карту. Да? Как можно попадать в Иран по земле? Ну, можно через Армению, через от России через Каспийское море, можно через Туркменистан и длинная достаточно граница с Пакистаном. Ну, что вы думаете? Вот через все эти границы не течет ли уже какая-то помощь в адрес Ирана? Я думаю, что течет. Что сейчас бессменный и неутомимый Шойгу делает в Северной Корее? Я думаю, что не просто договаривается о каких-то спортивных соревнованиях по футболу или теннису. Я думаю, что сейчас будет восстанавливаться вот после всех потерь, связанных с эффектом неожиданности от нападения, будет восстанавливаться противовоздушная оборона Ирана, будет восстанавливаться арсенал его ракетный. И, конечно, все это будет означать для тех стран, которые будут помогать, все больше помогать Ирану, для них это будет означать борьбу за поруганную справедливость. Вот. Это объединение на стороне жертвы для них будет. Там вот Египет инициировал такой пул сторонников, пул друзей Ирана. 21 страна уже подписалась, реально подписалась на уровне глав государств под этой группой. А в составе группы, ну, там все ключевые арабские страны уже есть. Я думаю, что сейчас подтянется и Лига арабских государств, и исламские государства, более широкое объединение тоже будет рядом. И, в общем, чем дольше будет этот конфликт затягиваться, и чем больше будет обрушиваться ракет и бомб на обезоруженный в настоящее время Иран, тем сильнее будет вот такая международная, межарабская, межисламская и прочая поддержка. И Китай, конечно, не останется в стороне, как главный покровитель Пакистана, как страна, вложившая десятки миллиардов уже сейчас реально в Пакистан и занимающая там очень серьезные позиции. Конечно, и Китай не останется в стороне, потому что для Китая такого рода прорыв на территории Южной Евразии категорически ему не нужен. Он считает это своей сферой влияния уже. Ну и давайте задумаемся, а как должны все это воспринимать вот эти самые исламские и арабские страны. Что они видят? Они видят, что отныне Биньямин Нетаньяху утверждает некий новый формат быстрой агрессивной войны, когда предварительно внедренные там структуры используются, дроновые закладки, скрытые сети диверсантов, заранее все это готовится, и в какой-то момент на обезглавленную и обезоруженную страну, исламскую, там, арабскую и так далее, обрушивается еще и внешний удар с уничтожением физическим элиты и со сменой режима. Вот модель. Оказывается, так можно. И каждая из исламских и арабских стран будет примерять эту модель от Нетаньяху на себя. И будет думать, а так ли уж неправ был Иран, если он имел какие-то тайные мысли овладеть ядерным оружием, а так ли он был неправ, когда вот сейчас ядерное государство, не участвующее ни в договоре о нераспространении, которое по общему мнению скрытно владеет ядерным оружием, теперь вот таким образом производит смену режима, войну на капитуляцию и смену режима. Может быть, стоит подумать, собравшись там в арабском или исламском кругу, и, может быть, как-то коллективно позаботиться о создании какого-то там атомного щита, не дай бог, я говорю об этом. В конце концов, вот на Пакистан же никто не нападает сейчас, да, и вот даже малые там пограничные конфликты урегулируются достаточно быстро. Вот мы можем создать дьявольский соблазн таким образом, смирившись вот с этой агрессивной войной, дьявольский соблазн в очень широких кругах
на пространстве нашей Евразии все-таки овладеть ядерным оружием. Все, кто имеют деньги и какой-то доступ к технологиям, задумаются об этом. Если допустить вот завершение этой войны разгромом военным Ирана и сносом тамошнего режима, который, да, далеко не безупречен. И я вовсе не его фанат и сторонник вот этой теократии, которая там существует, но она там сама сложилась. Ее не принесли извне на штыках. Люди таким образом самоопределились. И нефиг, простите меня, извне бомбами их разубеждать в их выборе не надо. Хорошо. Но тогда эта ситуация как повлияет на Украину? Ну вот смотрите, Что касается... по характеру бомбежек мы тоже видим, да, что в принципе Да, уже не летит терзайте мое сердце. летит по К вопросу Тель-Авиву, о летит по бомбежках я даже Киеву. вот относиться возвращаться не хотел То бы. есть бомбежки понятно, да, то есть теперь вот эти там страдальческие видео и там горе людей уже всем на них все равно. Трамп даже не сочел нужным узнать вообще об обстреле Киева. То есть мы понимаем, что стадия эскалации становится абсолютно лишенной вот этой моральной составляющей, на которой Зеленский ну, там, выигрывал время, власть, рейтинг и так далее. То есть мы на самом деле, если так объективно и холодной головой посмотреть на ситуацию, глазами так, очень абстрагировавшись, мы тогда приступаем к новой реальности в российско-украинской войне. Я бы надеялся, что мы вступаем в некую новую реальность, что это не будет просто бесконечное продолжение по инерции того, вот, что мы наблюдаем, да, и того, что терзает мое сердце. Для новой реальности есть уже все условия, кроме некоторых остальных, последних. Смотрите, что происходит. Вот Трамп вроде бы уже от украино-российского конфликта дистанцировался. Он вроде бы говорит, да, вы додеритесь до какой-то ясности, до какого-то результата, а там вы меня попросите, истощившись, да, убедившись, что дальше некуда, меня попросите, я вернусь и помирю, а пока вы додеритесь без меня. Но Зеленский пытается сейчас найти нового покровителя. Вот этот покровитель сорвался вроде бы, хотя он рассчитывает, что, может быть, удастся его или переубедить вот за оставшийся ему срок президентства, или поменять в будущем и продержаться до этого момента. Но некоторые надежды на Трампа у него еще сохраняются, хотя и тает. А вот надежда на то, что Европа каким-то образом заменит Трампа в качестве нового патрона и возьмет его в качестве полновесного клиента с полными обязательствами и финансовыми, и военно-техническими, и даже с обязательствами относительно устройства будущей судьбы. Вот он надеется переподписать клиентский договор теперь с Европой. Но пока не очень получается. И вот еще почему это будет сейчас в свете того, что происходит на иранском фронте, особенно трудно. Я тут побеседовал в России, тут отмечался День России, вот, и побеседовал с некоторыми аналитиками, значит, ну, приближенными к процессам выработки возможных решений. Так вот, что они говорят любопытного. Мы сейчас тщательно записываем все, что говорится в европейских столицах по поводу действий Израиля в отношении Ирана. Мы их все аргументы записываем. Что, оказывается, вот превентивная война против возможной угрозы – это правильно. Что Израиль имеет таким образом право обороняться, что он действует справедливо, обрушивая эти ракеты и бомбы, и что такого рода действия диверсионные, допустимы, и физическая ликвидация лиц, входящих в правящие круги Ирана, это тоже возможно
можно, и никаких протестов не вызывает, и никаких санкций не требуется по этому поводу. Вот мы все их вот эти высказывания в европейских столицах мы тщательно записываем, говорят эти люди. А я говорю, зачем? Собственно, что вы? Зачем это досье? Когда и кому она пригодится? А вот если потом начнутся какие-то международные переговоры по поводу урегулирования конфликта с Украиной, и если нам будут говорить, как вы смели нарушить международное право, как вы могли пойти на то, как вы могли пойти на это, вы же виноваты, вы нарушители, мы не будем вступать, говорят, в дискуссию, мы будем брать вот эту папку с высказываниями и наотмашь по морде, по наглой лживой морде. Вот так эти люди, чью терминологию и чьи намерения я ни в коем случае не одобряю и не разделяю, но так они высказывались. Вот так, говорят, мы сейчас и будем дальше действовать. И пусть нам попробуют вот эти люди в европейских столицах в глаза что-нибудь подобное теперь сказать. Но я думаю, что, конечно, вот сейчас дипломатия в ключевых европейских государствах, увы, буксует и деградирует. Ну, один Макрон, так сказать, как символ этой деградации чего стоит. Вот. Ну, недалеко ушли и другие. Так вот, что будет дальше происходить? Если Европа всеми силами не впишется на защиту безнадежного дела Владимира Зеленского и его корпорации войны, если она стеной не встанет, если она не достанет последние деньги из своих дефицитных бюджетов и не купит у Соединенных Штатов оружие, чтобы привести его на территорию Украины, то, в принципе, нас ждет быстрый довольно финал. И меня тревожит, знаете что? Я в быстром финале убежден абсолютно. Счет идет на месяцы. То есть, даже если какой-то пароксизм вот этой последней некой вымученной помощи со стороны европейских столиц поступит, он ничего не изменит, он добавит месяц, может быть, 2. Вот в исходе у меня нет никаких сомнений. Меня тревожит другое. Меня тревожит, что нет проекта. Вот этот провальный проект Зеленский домучивает последние несколько месяцев, а альтернативы внятной нет. Никто сейчас в Украине не говорит о будущем. А что будет после Зеленского? Дорогие друзья, вы на следующий день, после того, как он отъедет на остров Джерси, начнете дискуссию на эту тему. Или все-таки пораньше? Самое время уже это обсуждать, как будет выглядеть новая Украина после войны и после Зеленского. Как она будет устроена, какое у нее будет целеполагание, какая будет политическая система, какие будут взаимоотношения с Россией в новых условиях. Вот все это уже время обсуждать, чтобы это не делалось в попыхах, чтобы это не делалось с автоматами в руках. Чтобы это не вылилось в вакханалию столкновений непонятно каких вооруженных групп, когда в стране чертова туча оружия, неконтролируемого государством. Так вот, вот об этом обо всем надо сейчас разговаривать. Как вы считаете? Ну, я считаю, что вот этими месяцами финала, о котором вы говорите, вообще не пахнет. Абсолютно, от слова совсем. В армию гребут как не в себя. Рейды крутят, вербуют, бусифицируют, уже даже в учебках не считают, не то что в ТЦК. То есть, неважно, ты священник, волонтер, активист и так далее, всех туда, все на фронт. Вы говорите о какой-то проектности? Ну, смотрите, скандал там с Веркой Сердючкой, уже Лобановский не угодил. Тоже говорят, может, памятник даже уберут, потому что не любил украинский язык. То есть мы, ну, как бы украинцы не сворачивают с этого пути. Поддержка Зеленского хоть и упала даже по написанным на коленке в КМИС рейтингам доверия на 10%, это много за там, последние 2-3 недели, но тем не менее она остается высокой. Вы верите в эти цифры? В падение. Я не могу понять, как падение прокомментировать. Вот это вот очень важный момент. Было тут в тренд понятно, а в масштаб? Было 74, стало там сколько? Меньше на 10%. То есть это как бы тоже показатель.
мы можем соотнести и понимаем проблему. То есть концом не пахнет, пахнет войной до последнего украинца. Поэтому о каком проекте вы говорите? Кто должен принести этот проект? Ну вот, понимаете, вы же с историком говорите. Историк, знаете, что делает в таких случаях? Историк открывает книги правильные, документы и смотрит, как встречала Великая Российская империя новый 1917 год, в декабре 1916. Вы почитайте, что писали газеты, что говорили большие аналитики в конце декабря 2016 года, что они писали и говорили. Почитайте, это очень полезно. Как они поздравляли друг друга, какие слова писали в поздравлениях с наступающим новым 1917 годом. Вот. Это тот же эффект холодного душа, который я рекомендую испробовать Дональду Трампу сейчас. Значит, на самом деле я остаюсь со своим прогнозом, и мы очень скоро убедимся в том, кто из нас прав. Тут еще что важно. Это же, как мы уже раньше говорили, это конфликт на устойчивость системы. Система рушится зачастую мгновенно, накапливая критическую массу противоречий внутри себя. А вот те замечательные эпизоды, которые вы описываете с этим совершенно гнусным таким занятием, как отлов людей, избиение их, избиение, травмы, там некоторые даже чуть ли не гибнут, оказываются в реанимации, я тут читаю эти новости, да, и потом отправка на фронт. И расчет на то, что они так и будут дальше воевать. Ведь фактически, давайте откровенно назовем это, как это происходит. Это украиноеды работают. Они поедают ежедневно Украину, ее народ, ее историю, ее будущее они поедают. И что, вот это будет продолжаться поедание бесконечно? Его будут терпеть? Нет, собственно, по срокам мы можем тут спорить, конечно, плюс-минус 2-3 месяца, но это бессмысленное занятие сейчас. Мы же не гадаем на картах. А вот что, вернемся к тому, что меня тревожит. Я понимаю, что сейчас контрэлиты в Украине вот в этих условиях быть не может. Потому что режим предельно репрессивен в этом смысле. Но что может быть в этом случае в Украине? Это некая элита политической трезвости. Вот может же быть элита политической трезвости, да? Которая в каком-то своем кругу говорит: слушайте, ну, с этим надо что-то делать. Ведь эти маньяки доедят все-таки Украину. А нашим детям и внукам в ней еще жить. Так давайте мы как-то все-таки их тоже отрезвим. Да? Вот такого рода элита вполне может появиться. И есть, скажем, какие-то системные вполне люди, которые разделяют ответственность за то, что состоялось с Украиной и куда она сегодня пришла, но все-таки хотят вот в этой трезвости на что-то повлиять. Ну, условно, сейчас называю, господи, ну какой-нибудь Кличко, мэр Киева. Вот у него есть собственный ресурс. У него внутри Украины Киев, главный город, куда, так сказать, средоточие национального самосознания сейчас. Да? Многие туда, там и жили, кто-то жил, а кто-то переехал, и там сейчас сверхконцентрация вот этого самого естественного украинского интеллекта находится, да, в Киеве. Вот на этом ресурсе сейчас сидит Кличко. А кроме того, у него еще есть внешний ресурс, потому что на него хорошо, так позитивно смотрит Европа. Причем он несколько раз избирался. Его же выбирали люди. Тут никаких сомнений нет, что у него есть мандат. Вот некое средоточие возможной политической трезвости. Надеюсь, что я не сослужу ему какую-то плохую услугу этой. Это вовсе не реклама. Я еще раз напомню, что он разделяет ответственность за Майдан. Он разделяет ответственность за все, что было позже Майдана. Но он может отмолить грехи вот таким каким-то актом мужества
и политической трезвости. Но есть и другие люди, которые тоже вроде бы ответственны за многое, но могут хоть что-то сказать. Я вспоминаю Юлию Тимошенко, например. Если мне память не изменяет, поправьте меня, по-моему, она была чуть ли не одной или одной из немногих, кто вот в 2014 году, когда все начиналось только, когда этот жуткий конфликт разрастался, только она говорила, давайте там поедем на Донбасс, хватит, не надо армию посылать, не надо стрелять, я поеду на Донбасс, давайте поедем на Донбасс, мы будем разговаривать, мы найдем какой-то компромисс, общий язык и так далее. Что-то такое она у меня осталось в памяти, говорила тогда. Ну, есть еще у многих осталось в памяти, что Донбасс за колючей проволокой, у многих тоже это осталось в памяти, Сергей Борисович. Так сказать, да, там много чего с тех пор звучало. Политика. Я еще раз хочу сказать, это вовсе... И даже Петр Порошенко, который, собственно, при котором, давайте так, при Порошенко такого дурдома не было, да, но даже он, ему тоже принадлежат фразы, что наши дети будут ходить в школы, а ваши там будут сидеть в подвалах. То есть эти фразы люди помнят, они так вот живут сквозь года. Просто тут смотря кто что помнит. Нет, у Порошенко такого шанса нет. Вот я сейчас говорю о шансах на покаяние, на деятельное покаяние. Я вовсе не говорю, что какие-то есть светлые ангелы, которые вдруг появятся и все поменяют. Нет, я говорю о шансах на деятельное покаяние во имя спасения. И это на самом деле для любого серьезного грешника это благородная миссия, это правильный выбор. Вот. Напомню, как, так сказать, Господь воспринимал раскаявшихся разбойников, на коих там и кровь, и смерть, и зверство были. Да? Так вот, этот шанс на покаяние, несомненно, у некоторых есть, но, пожалуй, его нет у Петра Порошенко. Почему? Отвечу сразу, потому что он выпустил демона, и он до сих пор ему служит. И имя у этого демона – это Армавир. Вот этого демона он выпустил. У этого демона сейчас такая сатанинская секта вокруг этого демона и вируса. Это стало армавирусом. И он продолжает этого демона обхаживать всячески, его кормить своими неправедными деньгами. И я боюсь, что у него как раз этого шанса пока не просматривается на покаяние. А вот у других столпов нынешней украинской политической элиты шансы на покаяние есть. На деятельное покаяние. Не где-то там на кухнях тайком или под одеялом, а на деятельное покаяние. Почему? Потому что счет идет на месяцы, поверьте историку. Да, ну я в финале хотел бы все-таки об украинцах немного завершить. А примут ли украинцы вот этот трезвый компромисс или там трезвую политику? Сегодня такое интересное сообщение прошло, очень интересное. Во времена, АТО, да, то есть херсонская правозащитница Катя Гандзюк, эта история была очень шумна, в общем, ее там зверски убили, да, причем замешаны там атошники, в общем, такая, по расследованию так как-то ни шатка, ни валка, вот кто заказчик, что к чему, в общем, что-то, как обычно, да, отписались. И, собственно, люди в Киеве на Почтовой площади, это достаточно мелкий, но тем не менее, в общем, она была символ какого-то, допустим, тоже несла какую-то мысль, трагически погибшая. К ней по-разному относились, но сам факт. На Почтовой площади был такой мурал, да, такой трафаретный портрет Кати Гандзюк и ее цитата. Цитата феноменальная. Типа, давайте объединяться, держаться вместе, тянуться друг к другу, потому что сначала они разберутся с левыми руками правых, потом с правыми руками мусоров, а потом доберутся и к нам, обычным, дальше нецензурное слово, скажем так, врущим, давайте я так подберу, гражданам. И этот мурал, это надпись, цитата, это ее портрет, никого не беспокоил на самом деле.
Ну, там, ну, написано и написано. Ну, Катя Гандзюк. Похоже на самосбывающееся пророчество. Вот. Его сегодня закрасили. Ну, мол, сколько там хватит уже время прошло много, кто помнит ту Катю Гандзюк, такие тяжелые обстрелы, тяжелые последствия, прилеты по складам, он Притула приезжает в этот авиационный университет, там фотографируется с военными, с какими-то дронами Тарас, и вот потом как бы прилеты, причем Россия может уже себе позволить там 16 штук, 20 штук в одну точку, то, чтобы наверняка, то есть поразить, потом задымление, склады, в общем, ужас и кошмар. Ну, кто помнит эту Катю Гандзюк? Но суть сказанного как бы нам объясняет, почему закрасили. Потому что, по большому счету, так это и есть. И как бы придут, получается, за всеми. Получается, что очень странная история. Насколько, понятное дело, там неизлечимая рана отношений между россиянами и украинцами в будущем, это война. Ну, это безусловно. Я никого тут не тешу и не призываю. Есть же разное мнение. Знаете, говорят, да ладно, там, смотрите, там, французы, немцы. Простите, французы и немцы, они были настолько разные, что там полпоколения забыли, проехали и дальше начали. Еще там кто-то приводили разные примеры. Оценку нынешних французов спросите у Трампа. Да, и вы понимаете, он красиво умыл Макрона, но это надолго, это там, ну, определенным образом надолго. Но по сути, ну, украинцы как-то должны себя освободить. Но как? У нас уже есть класс политической эмиграции. Зеленский не просто так едет в Австрию и говорит там, а давайте активы олигархов и беглых там разных неугодных, потому что Австрия нейтральная страна, там поди кого-то достань, да, из Австрии, давайте там договариваться, возвращать. То есть мы понимаем, что извне в вагончике никто не приедет освобождать в запечатанном, изнутри это невозможно, потому что вот так все происходит. И это все в условиях жесточайшей войны и движущегося линии фронта. Я вас там про судьбу Украины спрашивал, а судьба украинцев какая? Значит, ну, для Украины тоже выжить, сохранить государственность и получить возможность перезагрузки – это победа. Это, несомненно, победа. И я вот вижу, что некоторую даже зависть у меня вызывает. В Украине есть настоящие философы, думающие философы, рассуждающие в верном направлении, рискующие при этом. Правда, их либо затыкают, либо выпихивают из страны одного за другим, но тем не менее вот народ, который порождает такого уровня и такого мужества гражданского философов, ну, в общем, он далеко не погиб. Это правильный, естественный национальный интеллект, он, значит, еще жив. Так что я думаю, что породит вот эта выжившая, нормальная, настоящая Украина, породит новый государственный проект. И я бы даже предложил вот людям, которые об этом уже думают и мыслят, давайте как-то уже начинать это на каких-то площадках обсуждать. Это полезно, это нужно. Что касается остального, тут важно понять, что нам не жить друг без друга. Песня была такая. Значит, не рискну ее спеть, вот, но все ее помнят. Так вот, нам не жить друг без друга, потому что мы в далеком уже 97-м году, я не устану об этом напоминать, очень трудно подписали, ратифицировали большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. И в том же году одновременно мы подписали еще и договор о российском Черноморском флоте. Это вечная была проблема конфликтная в наших отношениях. Там на 20 лет была аренда, а потом в 2010 году продлили еще на 25. То есть у нас есть опыт преодоления конфликтных тем путем вот некого дипломатического, отчасти братского согласия.
Я не случайно говорю братская, вы вот упомянули, да, авиационный университет. Киевский институт инженеров гражданской авиации заканчивал мой брат, мой старший брат. Так вот, у нас есть опыт дипломатического преодоления наших противоречий, на которых враги наши играют вечно, сталкивая нас лбами. И давайте мы этот опыт мобилизуем. Давайте мы вернемся вот после всех потерь, после всех жертв, после всего этого маразма кровавого, вернемся на платформу дружба, сотрудничество, партнерство. Это будет трудно. Это будет сопровождаться какими-то срывами, какими-то инцидентами, бесконечными истериками тех, кто будет недоволен. Но надо найти в себе силы, мобилизоваться и вернуться на эту единственно возможную платформу. И я надеюсь, что вот сейчас такого рода диалог, он будет зарождаться еще до того, как то, что обречено в нынешней Украине, рухнет. Оно рухнет. Вот давайте, чтобы эти обломки нас не придавили, и чтобы мы не бегали в истерике по обломкам и не спорили на них, срываясь, так сказать, постоянно в какие-то мелкие дрязги. Давайте сейчас думать о будущей, новой, мирной, процветающей Украине, которая живет рядом с Россией и которая не конфликтует с ней, не бросает ей вызов, не создает для нее угроз и, соответственно, и обоснованно рассчитывает на взаимность. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Благодарю вас за время и мысли. Мира и благополучия. Друзья, благодарю за то, что посмотрели на, собственно, этот разговор. Напишите в комментариях под видео, что думаете. Всем добра и света. Увидимся.